Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Энергетическая изоляция Европы. У ЕС нет денег на стабилизацию цен на энергоресурсы. В прошлый раз от ценового шока рядовых потребителей защитили рекордные заимствования. Госдолг вырос, как и его обслуживание. Но Евросоюз решил все-таки сыграть в рулетку, не покупать газ по текущим ценам и подождать, пока он упадет в цене. Также европейцам предложили снизить цели по заполняемости газохранилищ. Но действительно, зачем им столько газа? Александр, в чем заключается хитрый план Евросоюза, отказавшегося от российских энергоносителей? Ну, давайте тогда начнем вот с конца, а именно с хитрого плана по отказу от российских энергоносителей. Ну, пока есть регламент, официально принятый регламент по отказу от российского газа и началу отказа от российской нефти. Далее просто регламент, либо регламент по отказу от российского природного газа. Так вот, в рамках этого регламента есть статья номер 13. У статьи номер 13 есть пункт 2. В статье 13 пункт 2 говорится следующее, что бескомпромиссный, полный, окончательный первый этап отказа от российского газа, который касается краткосрочных поставок до конца апреля от СПГ до лета от трубопроводных поставок, идущих по краткосрочным контрактам. Так вот, вот этот бескомпромиссный отказ приостанавливается, если вдруг этот отказ ведет к неблагоприятному развитию событий для европейской энергетики. В том случае, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до конца апреля, точнее, или если конфликт закончится, но... Нет, не или конфликт закончится до конца апреля, но восстановление поставок сжиженного природного газа из Катара произойдет несколько позже, при том, насколько позже мы пока можем только гадать, и нет, опираться на заявление главы Qatar Energy в этом вопросе нельзя, потому что это заявление выглядит исключительно путано и, возможно, сделано до полной объективной оценки того ущерба, который действительно понесла компания и ее производственные мощности. Так вот, если вдруг до конца апреля поставки СПГ не возобновятся, это вот так можно оба варианта суммировать, то пункт 2 статьи 13 гласит, что останавливаем мы наш отказ, приостанавливаем его действие, но не более чем на 4 недели. Я в одном из видео сказал на 4 месяца. Нет, дорогие друзья, конечно нет. На 4 недели и не больше. Если только, в том же пункте говорится, если только не сложится такая ситуация, что причина, по которой вы приостановили действие этого отказа, не устранена. А вот если она не устранена, то вот эти категорически, вот этот вот срок в 4 недели становится уже не таким категорически точным, можно его расширить, углубить и, в общем, продлить разрешение на импорт российского газа. Я сейчас не буду касаться вопроса. Я думаю, некоторые уважаемые зрители уже побежали в комментарии этим вопросом делиться и своим мнением по этому поводу. Я не буду касаться вопроса о целесообразности продолжения поставок российского газа в таких условиях. Я лишь замечу, что во втором квартале, скорее всего, наш газ будет примерно процентов на 30, а то и на 50 дороже, по грубым прикидкам, чем в первом квартале 2026 года. И в этом плане, наверное, государству будет интересно, чтобы поставки эти продолжались. Но да, ладно. Как бы оставляем за скобками эти размышления и вообще их больше не касаемся. Факт в том, что Европейский Союз оставил себе лазейку, который позволяет продолжать закупки российского газа на случай, если вдруг чего. Притом как в целом в рамках Европейского Союза, так и для отдельных стран. То есть данное разрешение, мол, ну так и быть, продолжайте, может касаться как всех стран 27 государств Европейского Союза, так и отдельных частей этого самого Европейского Союза. Пока причина кризиса не устранена. Ну, если она будет устранена до конца апреля, ну окей. Если не будет, ну что ж, все будут ждать до лета. Что касается остальных моментов. Ну, первое, и оно же главное. Как вы видите, оценки
того, сколько будет газа в подземных хранилищах Европейского Союза по итогам отопительного сезона, который мы здесь озвучивали на этом канале, ну, оказались примерно, ну, собственно говоря, реальность оказалась примерно такой, как мы и ожидали. Да, меньше 30 миллиардов кубических метров, но не намного. Я видел заявление о том, что это близко к технически возможному уровню, но позвольте, в той европейской статистике, на которой пасутся все, включая аналитиков «Газпрома», по заполненности европейских подземных хранилищ, отдельно оговаривается, что это объемы активного газа. Не технического, не газа вообще. Это объемы активного газа. Поэтому что там начинают рассказывать о том, что ой, еще немного и больше не будут ПХГ работать, ну это не совсем верно. Это утверждение не совсем верное, но давайте теперь прикинем, могут ли Европейскому Союзу помочь, может ли помочь снижение норм заполняемости подземных хранилищ. То есть можно ли странам Европейского Союза разрешить заполнять подземные хранилища менее чем на 90%? Ну, это показатель, который принимался в 2022 году и исходя из которого Европейская комиссия создала новый виток газового кризиса на рынке Европейского Союза. Вы не помните об этом? Я напомню. Летом 2022 года вдруг оказалось, что мировой энергетический кризис, который к тому моменту длился уже год и более, заканчиваться не собирается. А доступность энергоресурсов для Европейского Союза несколько сократилась после того, как четкие, внятные, продуманные, ну потому что писались профессионалами, санкции, принятые против России, ударили по возможности России экспортировать газ. Так вот, к августу 2022 года Европейская комиссия сказала, ребята, кровь из носу, надо заполнить подземные хранилища минимум на 90%. Ну, то есть это не означает, что именно объем равный 90% от мощностей хранилищ должен быть закачан, а именно вот уровень заполненности довести до 90% надо. Но этого хватило для того, чтобы в августе вызвать ажиотаж на рынках, и чтобы в какой-то момент котировки газовые пробивали отметку в $3600 за 1000 кубических метров. Ну, до сих пор страны Европейского Союза не смогли окупить тех вложений, которые им пришлось понести для того, чтобы, переплачивая, заполнить подземные хранилища. Платить по существующим нормам, которые отдельно оговаривались на уровне регулятора, на уровне Европейской комиссии, должны местные потребители. То есть, если вы покупали газ для того, чтобы заполнить ПХГ Германии, то нельзя вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины на газ, которые должны быть уплачены с этого газа, если он пересекает границу Германии с соседями, а иначе от этого будут страдать потребители там, в Австрии, в Чехии и даже в Италии. Я в данном случае не про общую границу говорю, а про то, куда может пойти газ, который проходит Германию, который пересекает германскую границу. Так вот, такого рода повышенные пошлины вводились, и Европейский Союз, как раз Германией, и Европейский Союз сказал, что нет, так нельзя. Не, погодите. Каждый платит за свое сам. А учитывая, что у Германии самые крупные подземные хранилища на территории Европейского Союза, ну, если округлить, то порядка 23% всех мощностей ПХГ Евросоюза сосредоточены в Германии, то, ну, по сути, немцы должны, ну, на душу населения платить даже, заплатить даже, наверное, больше, ну, других граждан других стран Европейского Союза. Это как бы частность, это мелочь, но это мелочь, которая показывает, что в гораздо более спокойное время, и да, 22 год на фоне происходящего сейчас для Европейского Союза это более спокойное время. Вот так получается, извините. Так вот, на фоне более спокойного времени справиться с энергетическим кризисом не удалось. На фоне даже более доступного, более высокого уровня доступности энергоресурсов
справиться с последствиями энергокризиса не удалось. Это разные вещи. Справиться с кризисом и справиться с последствиями. Потому что одно дело, ты в моменте, ну, не справился, там переплатили твои потребители, а другое дело создать какую-то систему, при которой более или менее быстро удастся снять все те проблемы, которые накопились за время кризиса, и перейти от восстановления к росту. Вот до сих пор роста нет. Есть период восстановления в Европейском Союзе, и тут новый кризис. Проблема даже не в самом, по сути, кризисе, а в том, что он как бы накладывается на непреодоленные последствия предыдущего. А тот накладывался на непреодоленные последствия кризиса 2020 года. А тот накладывался. И там еще мы видим череду кризисов, которые били как по всей мировой экономике, так и по Европейскому Союзу в отдельности. Как это все касается газа? Газа это касается довольно просто. Если вы сейчас заканчиваете отопительный сезон на уровне порядка 28-27 миллиардов кубических метров газа в ваших подземных хранилищах, то, а давайте округлим до 30, ну просто для простоты, то вам, по идее, надо закачать еще 60-65 миллиардов кубических метров для того, чтобы иметь гарантии стабильного прохождения следующего отопительного сезона. Это вот прям, ну вот желательно, если ориентироваться на те показатели, которых достигали не к текущему, а хотя бы к предыдущему отопительному сезону. Да, мы записываем ролик все еще, когда формально отопительный сезон не закончился. Еще вот закончится март, с мартом закончится отопительный сезон. Так вот, если мы посмотрим на не показатели 25-26 годов на этот сезон, а, скажем, на 24-25 год, мы увидим, что там, ну, еще миллиардов на 10 больше было закачано газа. А значит, надо хотя бы, ну, 70 еще миллиардов закачать. На самом деле даже больше. Ну, хорошо, 60 миллиардов. Много это или мало? Это огромная величина. Это огромная величина в условиях, когда поставки из Катара отсутствуют. Когда котировки газовые, и более того, цена газа вот в данный момент перешагнули отметку в $600 за 1000 кубических метров. И опускаться ниже не собираются. То есть, когда опубликовалась последняя статистика, она касалась конца вот недели, когда мы записываем этот ролик, то получалось, что спотовые цены на СПГ, ну, где-то в районе $640 за 1000 кубических метров. Понятно, в пересчете на регасифицированные объемы. Это много. Притом в Азии ситуация лучше, но отчасти лучше. Правда, если мы смотрим на биржевые котировки, ну, примерно ту же картину и увидим. Почему ситуация в Азии лучше? Потому что там есть еще возможность пересидеть в газе, как бы странно это ни звучало, в газе, который продается по контрактам с нефтяной привязкой. А этот газ будет сейчас дешевле, все еще дешевле, даже с учетом текущих цен на нефть и нефтепродукты, как с учетом временных лагов, ну, которые предусматриваются контрактами. Ну, то есть вы берете не показатели предыдущего квартала, для того, чтобы определить цену на этот квартал, а предпредыдущего квартала. Ну и у вас получается полгода как бы разница. Я несколько утрирую, но ситуация такова, что для Азии есть где разгуляться, есть как справиться с этой ситуацией, ну хотя бы на уровне вот нам бы нам бы день простоять до ночи продержаться. А у Европы, ну, такой ситуации нет. По Европе текущий кризис уже начинает бить просто потому, что у них 100% газа привязаны к биржевым котировкам. У них нет физической возможности отсидеться в газе с другой привязкой. И тут, да, выскакивают люди, говорят, слушайте, а нам точно вот эти 60 миллиардов там надо закачивать. Сколько? 70, говорите, надо закачивать? Ну, пу-пу-пу, ну, ой-ой-ой, 70 миллиардов. Нет, ну 60 это много, а 70 это ж вообще невменяемо. Да. А давайте, может быть, мы снизим эти параметры, потому что, да и ладно, ну и... Вы же говорите, уважаемая Еврокомиссия, что будут меры по повышению энергоэффективности снижать спрос на газ. Вы же сами говорите, что на 10-15 миллиардов кубов за счет внедрения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности европейской экономики мы сможем сокращать спрос на газ. Ну так давайте вот как-то в эту сторону будем работать. А давайте как раз на 10-15 миллиардов кубов и сократим вот этот параметр. Давайте. Я думаю, скажут да, давайте.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на наш канал в Макс, Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.